Всем привет! Сегодня будет одна из ваших любимых рубрик, в которой мы повторяем еду из фильмов, мультфильмов и сериалов. Приготовим еду из фильма «Хроники Нарнии», мультика «Время приключений» и «Гадкий я». Поехали! И первое, с чего мы начнем, это сэндвич времени. Из мультика «Время приключений». Розмарин, тимьян, мясо. Сливочный сыр. Соленье от моего друга Призмо. Укропчик. Измельченные яйца. Птичка из окна. Теперь огурчики, ломтики помидора, сладкий репчатый лук, копченое мясо, бекон. Джейк использовал для сэндвича птичку из окна, мы же просто возьмем цыпленка. Открываем и вытаскиваем. Пытаться срезать с него мясо сейчас просто нету смысла. Поэтому надрезаем между грудками и ударяем по ножу. Раскрываем цыпленка. Добавляем самые стандартные специи, такие как перец и соль. Ставим сковородку на огонь. Подливаем оливковое масло. И на горячую сковородку отправляем цыпленка. Спустя 4 минуты переворачиваем и еще раз обжариваем. И доводим 20 минут в духовке. Все, цыпленок готов. Вот теперь с него можно удобно снимать мясо. Я это делаю с помощью 2 вилок. Следующий на очереди стейк. На самом деле это не мраморное мясо, просто хороший кусок обычной говядины. Половину сразу отрезаем, она нам не нужна. Кусок получается довольно толстым, с 3 пальца. Хорошо его солим и перчим. Переворачиваем на другую сторону. И все лишние пленки зачищаем. Опять же солим и перчим. Ставим сковородку на огонь. Открываем оливковое масло и вливаем на сковородку. Джей готовил мясо в сувиде, но готовить как он просто с термометром в воде очень сложно. Поэтому отправляем розмарин и тимьян на сковородку и следом за ними стейк. Обжариваем его по 5 минут с каждой стороны. Да, вот такой мощнейшей корки. Но конечно же внутри он еще сырой. Поэтому тоже отправляем в духовку на 20 минут. Для того, чтобы он дошел. Стейк готов. Но он скукожился и стал слишком толстым. Поэтому разрежем его вдоль. Несмотря на то, что стейк не мраморный, получился он довольно сочный. И последнее, что у нас осталось из мясного, это бекон. Открываем пачку и достаем его. Отправляем на холодную сковородку и включаем газ. Так из бекона вытопится большая часть жира. Через пару минут переворачиваем на другую сторону. Все, бекон готов. Переходим к овощам. Начнем с маринованных огурцов. Открываем их и нарезаем вдоль полосками. Свежий помидор, его кружочками. Таким же образом нарезаем свежий огурец. У репчатого лука отрезаем хвостик и корень. Очищаем. И не поверите, тоже нарезаем кружочками. Также нам нужно вареное яйцо. Очищаем его. И нарезаем так, чтобы в разрезе было видно и желток, и белок. И последнее, что послужит основой, это батон. Разрезаем его вдоль на 2 части. Открываем сливочный сыр. И каждую половинку смазываем изнутри. Нарезаем укроп. И высыпаем его на верхнюю крышку. На нижние выкладываем сначала огурцы, затем яйца, мясо нашего цыпленка, свежий огурец, помидор, лук, стейк, куски бекона и наконец-то накрываем наш сэндвич. Все, он готов. В нем очень много мяса. По-моему, таким сэндвичем можно спокойно накормить 4 человек. И если оставить его на ночь под прессом, то его будет удобно есть. Следующее блюдо это рахат лукум из Хроники Нарнии. Эдмунд, я бы хотела познакомиться с твоими близкими. А эта турецкая сладость готовится супер просто. Для нее нам нужны сахар, сахарная пудра, крахмал и вода. Ну и конечно же миндаль. Открываем сахар и отмеряем 3 стакана. Пересыпаем их в миску. После чего вливаем стакан воды и ставим кастрюлю на огонь. Пусть все это превращается в карамель. Как только начало пениться, открываем крахмал и в другую кастрюлю высыпаем примерно 1 стакан. Заливаем все это 3 стаканами воды. Хорошо перемешиваем и ставим на огонь. Должна получиться вот такая супер густая масса. В карамель мы добавили краситель, чтобы все это выглядело красивее. И начинаем тонкой струей вливать карамель в крахмальную смесь. Одновременно с этим постоянно перемешиваем. И варим на среднем огне примерно полчаса, при этом тоже постоянно перемешивая. Должна получиться масса, похожая на очень густой клейстер. В конце мы берем миндаль. Открываем его и дробим на маленькие кусочки. Отправляем их в смесь, перемешиваем и выключаем газ. Накрываем какую-нибудь прямоугольную тару бумагой для выпечки и выливаем в нее всю нашу массу. Отправляем в холодильник на пару часов.
Высыпаем на стол в равных пропорциях крахмал и сахарную пудру. Вываливаем рахат лукум сверху и отделяем бумагу для выпечки. И хорошо все это присыпаем нашей сухой смесью. Нарезаем сначала на полоски, а затем кубиками. И каждый из кубиков по отдельности обсыпаем. Все, рахат лукум готов. Он мягче, чем магазинный, зато гораздо вкуснее. И не такой приторный. Вот эту штуку я прям рекомендую приготовить. И осталось последнее блюдо. Это печеньки-роботы из мультика «Гадкий я». 7, 8, 9. Ой, тик-так. Сколько было? С ними тоже все крайне просто. Нам нужна мука, масло, яйца, разрыхлитель и кондитерский шоколад. Высыпаем в миску 180 грамм сахара. Разбиваем одно яйцо и открываем масло. 120 грамм отправляем в ту же самую миску. Достаем миксер и все это взбиваем. Взбиваем до тех пор, пока сахар не растворится. Открываем разрыхлитель и добавляем всю пачку. Вот его лучше пересыпать, чем недосыпать. Также щепотка соли. И последнее, открываем муку и отмеряем 250 грамм на весах. И с помощью лопатки все это замешиваем. Теперь нам нужен кондитерский шоколад. На самом деле можно взять обычную шоколадку и подробить ее. Но здесь шоколад прям качественный. Всыпаем его и перемешиваем. Устилаем противень пергаментом или вот таким ковриком. Берем в руки тесто и формируем из него шарик. Переносим на противень и раздавливаем. Сверху добавляем пару кусочков шоколада. Все готово, отправляем в духовку. И засекаем 20 минут. Только расстояние между печеньками делайте больше, чем я. Иначе они будут слипаться. И все наконец-то готово. Вкусные печеньки с шоколадной начинкой. Утром со стаканом молока самое то. Это самое простое из всех сегодняшних блюд. Эти печеньки можно сделать буквально за полчаса. Всем советую. А если вы хотите продолжение этой рубрики, то ставьте лайки. 200 тысяч лайков и я делаю новое видео из этой рубрики. Пишите в комментариях, какую еду из фильмов и мультиков вы знаете. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там мы показываем всю закадровую жизнь. И также подписывайтесь на канал. Всем пока!